Друзья, добрый день. Разбираем сегодня такой вопрос. Как создать семью, если никто не нравится? Те мужчины, что мне нравились, не было у них ответной заинтересованности. А сейчас встречаются не просто хорошие ребята, но не чувствую я к ним притяжения, нет желания даже обнять. А когда я вижу физическое влечение у них ко мне, начинаю чувствовать очень сильное раздражение и злость. Злюсь, наверное, от того, что в свое время понравившиеся кандидаты не пошли на компромисс с собой, а я должна сейчас идти, потому что уже за 40 ни семьи, ни детей. Ну, вопрос первый, риторический. Зачем создавать семью, если никто не нравится? В наше время, в которое мы с вами живем, мы живем не в средние века и так далее, а в 21 веке, здравый смысл подсказывает, что создавать семью нужно из одной единственной причины. Мы можем себе это позволить. Мы поколение женщин, да, которые можем себе позволить создавать семью по одной единственной причине. Когда нам с другим человеком лучше, чем одной. Все. Нет больше экономических, социальных, еще каких-то причин, которые принуждают к этому женщин. Ну, согласитесь, это прекрасная новость. Но в нашей голове, конечно же, живет опыт всех наших предков, коллективное бессознательное, в котором есть очень такие жесткие установки, которые на нас всех влияют. Вот. Но нужно, по крайней мере, отличать эти установки, эту коллективную родовую память от собственных желаний и потребностей. Это не значит, что мы можем нивелировать их влияние на нас. Нет, оно есть. Но осознавать, где мое, а где коллективное, социальное, все же хорошо, да, для своего психического здоровья и внешнего и внутреннего процветания в жизни. В наше время смешались такие понятия, как семья, брак и романтическая любовь. И в этом, я считаю, есть много проблем. Потому что семья, институт брака, он возник раньше, чем романтическая любовь, потому что романтическая любовь не так давно возникла, да, как идея в голове, да? А раньше был только брак. И брак был чисто социальным явлением, призванным продолжить род и улучшить, такие условно, жилищные условия. Да? То есть капиталы соединялись, если это были зажиточные люди. Если это были люди бедные, то вдвоем как-то легче, да, на хлеб заработать и какую-то там хижину построить и так далее. То есть это была чисто экономическая история. Все, в любых сословиях. Дальше появилась романтическая любовь в средние века. И какое-то время это тоже было мухи отдельно, котлеты отдельно. Отдельно романтическая любовь, отдельно брак. Вот. А дальше это смешалось. И вот эта мешанина, она, наверное, как любое явление, имеет плюсы и минусы, да, потому что мы ушли от традиции, когда родители выдавали замуж и так далее, к какому-то выбору по зову сердца и прочее, но все же эта мешанина имеет и множество минусов, особенно если она неосознаваемая. Потому что смешивается потребность в близости с другим человеком, и другим человеком противоположного пола, да, и вот эти все переживания, которые дает романтическая любовь, это смешивается с какими-то социальными вот этими, социальным таким прессом, особенно внутренним, что нужна семья, штамп в паспорте и прочее, прочее. И вот это все создает, особенно если у женщины еще какая-то есть, скажем, такие темы отношений для нее сложно, там, в силу прошлого опыта, семейных каких-то вещей, детских и прочее. Вот все это создает внутри такой раздрай, да, и напряжение, которое не позволяет увидеть человека своего и пойти в те отношения, которые для вас являются важными, нужными, и выбрать тот формат, который будет удовлетворять вашу потребность в близости. Да, и давать вам энергию, крылья, ресурс, а не, знаете, из клетки таких вот внутренних требований социальных, вот выйти замуж, нарожать детей, перейти в клетку внешнюю, которая будет создана какими-то отношениями, для вас ограничивающими, а не вдохновляющими. Да. Здесь работа про честность с собой. Знаете, вы как Золушка должны сейчас разделить там
что она там, пшеницу с чем-то там, зернышко от зернышка, да, и вот такую длительную, ну, длительную не в плане, что это там 100 лет нужно этим заниматься, но такую вот вдумчивую работу внутреннюю провести. Это не просто вопрос, а что я хочу на самом деле, один раз ответили и все, а это вот как внутренний такой фокус, да, где мое, где социальное. Вот если, например, вот представьте себе мир, где, ну, вы не знаете, вот вы инопланетянин, вы прилетели, у вас нет вообще в голове нигде этого опыта, что вообще есть такой социально-экономический институт брака. Вот нет, ну, представьте, на какой-то планете этого нет. Нет, да? Что вам тогда важно? Да? Какие отношения важны? Вот что, чем это должно быть наполнено? Потому что брак, семья – это форма. А что там внутри? Какая суть? Вот попробуйте к этому прислушаться. С одной стороны, вы как-то проживаете каждый момент жизни, да, ну, вы чем-то заняты, вы где-то находитесь, вы как-то себя чувствуете, и при этом есть внутри вот этот параллельный процесс про будущее. Боже мой, мне 40 лет, ни семьи, ни детей, там, не знаю, какая-то страшная старость, нет стакана воды, нет, ну, в общем, что-то там дальше у вас внутри рисуется, да, и вот попробуйте это внутри себя разделить. Как вам прямо сейчас, вот как если бы ничего нет, кроме вот этой секунды. Представьте, есть только этот момент, вот только этот момент. Как вам в этом моменте? Да? И если большинство ваших ответов будет про то, что в данном моменте мне вообще-то совсем ок, ну, это тоже некий ответ. Да? Ну, а если не ок, то что нужно, чтобы было ок? Может быть, это вообще не мужчина, а может именно семья и дети, а может, ну, в общем, просто наблюдайте, изучайте, дайте себе какое-то время вот так вот внутри разобраться. Третий момент. Задайте себе вопрос. Что для меня самое худшее, болезненное, стыдное, неприятное, как угодно, в том, что у меня сейчас нет семьи и детей? Что в этом самое худшее, самое болезненное? Это тоже вопрос, который так вот подраскроет для вас, ну, что там на самом деле за этим стоит. Вот такие у меня рекомендации. Это про слушать себя сейчас. И когда вы будете связаны со своим желанием, да, вот эту вот связь внутри установите, поверьте, во внешней жизни вы сразу начнете видеть тех мужчин, которые вам нужны. И там будут совпадения, и вы нравитесь, и вам нравится, там ну, не будет больше вот этих. Потому что мужчины вам внешние, да, вот эти отношения, они просто вам зеркалят вот эту внутреннюю запутанность. Есть какое-то одно, что-то вы хотите, а что-то хочет социум, а что-то хочет голос предков внутри вас, а что-то хочет, и все это внутри вот такое смешанное, одно с другим не клеится, и никакие связи не выстраиваются. Как только внутри вас будет вот эта ясность, я вот такая, я хочу вот так вот, тут же внешне, в общем, очень быстро, да, внешне вы увидите, потому что, уже прямо сейчас есть в вашем окружении, как минимум несколько мужчин, с которыми вы можете быть счастливой. Это касается каждой женщины, это всегда так. Вот. Просто пока внутри нет ясности, мы вовне ясно увидеть не можем. Она не всегда есть, да, потому что на самом деле, вот этот миф про половинки, что где-то есть один единственный, он такой, миф, да, больше. А если говорить с психологической точки зрения, то, если у вас есть, например, в вашем окружении 10 здоровых, плюс-минус нормально социализированных мужчин, то одним из них вы точно можете построить хорошие отношения. Вот, потому что психологическая совместимость такая достаточно гибкая история. Вот. Такие рекомендации, поэтому попробуйте по этому пути пойти, и я думаю, что прояснение у вас будет и внутреннее, а следом и внешнее.